Приветствую вас на своем канале Вязание крючком. В данном видеоуроке мы будем вязать вот такую панаму Прада. Она не сложная в вязании, ее можно связать за один вечер. Тут в основном все вязание это столбики с накидом, только последний ряд столбики без накида. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, так вы вдохновите меня снимать больше видео. Для вязания нам потребуется рафия Испи около 100 метров. У меня цвет жакаранда. Крючок 3,5 мм, ригелин. И необходимо от мотка заранее отмотать 1,5 метра рафии, чтобы потом обернуть ригелин. Я предпочитаю вязать вот так вот, распрямляя рафию. Вы можете вязать как считаете нужным. Приступим к вязанию. Делаем кольцо амигуруми. Делаем первую имитацию петли и в столбик, точнее в кольцо провязываем еще 15 столбиков с накидом. Провязали 16 столбиков, пересчитайте, чтобы их количество составляло 16. Стянули круг и теперь будем делать соединение. Вставляем крючок под горизонтальную петлю. Нить выводим назад и подтягиваем ее. Вот эта вот нитка на крючке должна соответствовать нашему столбику с накидом. Вязать мы будем с вами вершину столбика с накидом, то есть не под косичку, а в его вершинку. На этом этапе мы также вяжем наш хвостик. Первая петля, вставляем крючок вот в вершину предыдущего столбика с накидом. Делаем имитацию первой петли. Сюда же вяжем еще столбик с накидом. Вяжем по схеме круга. В первом ряду делаем прибавки. Я сейчас с вами провяжу вот только вот этот второй ряд. Далее будете вязать самостоятельно. Описание, как вязать последующие ряды, я оставлю в описании к видео. Как делать прибавки. И потом мы уже с вами встретимся после того, как свяжем круг. И на обхват головы 55-57 сантиметров наш круг должен составлять 17,5-18 сантиметров. После того, как вы провязали, отпарили круг, дали ему высохнуть, и только потом мы будем вязать тулью. Делаем накид. В следующую косичку, в ее вершину, вяжем столбик с накидом. Таким образом и соединение будет всегда одинаковое. Только в последнем ряду вы можете уже не делать такое соединение. Нам нужно будет просто вывести нить на другую сторону, чтобы начать вязать тулью. Связали полностью наш круг, отпарили его, дали ему высохнуть. Итак, у меня получилось почти вот 18 сантиметров. Теперь приступим к вязанию нашей тульи. Нашу петлю также вытягиваем немного, заводим крючок под горизонтальную петлю, выводим нить назад, подтягиваем,
чтобы она не была слишком длинной. И теперь вязать мы будем под косички просто. То есть нам нужно сформировать нашу тулью, чтобы она шла прямо, уже не по кругу. Также под косичку заводим крючок, выводим нить, провязываем 2 петли на крючке и воздушную петлю. Теперь делаем воздушную петлю. Одну косичку мы пропускаем, вяжем под следующую. Таким образом мы будем вязать весь наш ряд. Опять делаем воздушную петлю. Одну косичку пропускаем, вяжем под следующую. Воздушная петля, косичку пропускаем, под следующую. Воздушная петля, косичку пропускаем, под следующую. Таким образом вяжем до конца ряда. Делаем соединение, вводим крючок в нашу воздушную петлю, в ее серединку, подхватываем рабочую нить, выводим назад. И теперь также в верхушку нашего столбика из предыдущего ряда вводим крючок и провязываем имитацию первой петли. Далее делаем также воздушную петлю и верхушку столбика провязываем столбики без накида. В этом ряду мы уже начнем формировать наш треугольник, и нам нужно провязать 9 столбиков с накидом. Провязали 9 столбиков с накидом. Теперь делаем 3 воздушные петли и в серединку, точнее верхушку столбика с накидом провязываем столбик без накида. Начинаем формировать наш треугольник. Теперь вяжем просто под косички, столбик без накида. Нам нужно провязать 19 столбиков без накида. Потом в косичку, потом просто под косички. Вяжем достаточно туго. Провязали ряд треугольника, делаем воздушную петлю, переворачиваем. И теперь под косички вяжем столбики без накида. Также до конца нашего треугольника. В конце ряда делаем воздушную петлю, переворачиваем. Вот они, 3 наших воздушные петли от столбика с накидом. Во вторую в серединку вставляем крючок, подхватываем нашу воздушную петлю и проводим через него. Далее нам нужно провязать под косички соединительные полустолбики. Вводим крючок под косичку, подхватываем нашу нить и проводим через петлю. Под косичку. Таких косичек тоже должно быть 19. Делаем воздушную петлю, накид и провязываем вершинку нашего столбика. Далее вяжем, как обычно, сеточку до нашего треугольника. Провязали до треугольника и начинаем вязать вторую секцию. Столбик с накидом провязываем вот под первый наш столбик обычный, да, под косичку. Провязали столбик, делаем 3 воздушные петли.
Вот эту косичку мы пропускаем, вяжем под следующую, столбик без накида. В этой секции у нас будет 15 столбиков без накида. Мы пропускаем по 2 столбика с каждой стороны. Делаем воздушную петлю, переворачиваем и также под косички вяжем столбики без накида. Воздушная петля. И из 3 наших воздушных петель во вторую вставляем крючок, подхватываем. Следующие секции треугольника вы будете уже вязать самостоятельно. Всегда все вяжется одинаково. В начале мы всегда вяжем, отступаем, да, сокращаем 2 петли. И в конце тоже 2 петли. Вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли и продолжаем потом вязать столбики без накида. В описании к видео я напишу количество столбиков в каждой секции. Сейчас мы также, чтобы вернуться назад, нам нужно провязать под косички соединительные полустолбики. Таким образом вы будете вязать каждый раз. То есть сейчас вяжем полустолбики. Делаем воздушную петлю, накид. И здесь мы вяжем также, то есть вот одну мы пропускаем косичку, вяжем следующую, под нее точнее. Делаем также воздушную петлю и также вяжем нашу сеточку. Я закончила вязание тулей, отпарила панаму. Как отпарить правильно панаму? Нам понадобится 3-литровая банка и сверху надеть на нее шапку или 2, в зависимости от толщины шапки. И аккуратненько отпарить. После этого дать ей высохнуть, и можно уже приступать к вязанию полей. Сейчас мы начнем делать обвязку. Перед тем, как вязать поля, укрепим наши последние ряды. Для этого нам нужно вводим крючок за переднюю стенку косички. И провязываем соединительный полустолбик в следующую косичку. И за передней перемычки вяжем, за ту, которая ближе к нам. Таким образом вяжем до конца ряда. Довязали почти до конца. Одна петля у нас тут осталась, ее мы не провязываем. Делаем соединение, вставляем крючок в нашу первую косичку, точнее под нее, и вводим нить назад. Также все подтягиваем, чтобы она была примерно наравне со столбиками. И провязываем первую имитацию петли, вяжем под косички, под косичку. Провязали первую имитацию петли. Дальше вязать будем весь ряд под косички. Уже не будем делать воздушных петель. Все столбики с накидом будут идти подряд. Нам нужно сделать провязать
21 столбик с накидом, потом прибавка. И так до конца ряда. Чередовать столбики с накидом и прибавку. Вяжем сейчас 21 столбик с накидом, потом прибавка, потом 21 столбик, прибавка. Второй ряд будем также вязать, только уже у нас будет 22 столбика с накидом, прибавка. В описании к видео я также написала количество петель столбиков в полях. Третий ряд мы тоже вяжем столбиками с накидом. Четвертый ряд мы будем вязать уже столбиками без накида и ввязывать ригелин. Провязали до конца ряда, делаем соединение. Под горизонтальную петлю вводим крючок, выводим назад рабочую нить, все подтягиваем. Второй ряд мы будем вязать верхушку столбика, как и вязали нашу сетку. Сейчас нам нужно будет провязать 10 столбиков с накидом, сделать прибавку, потом вязать 22 столбика с накидом, прибавка, 22 столбика с накидом, прибавка до конца ряда. Далее третий ряд мы сразу вяжем 23 столбика с накидом, прибавка, так чередуем до конца ряда. После этого необходимо будет отпарить поля, дать им высохнуть, также подготовить ригелин. Вот эту нить, которую мы уже подготовили, ее необходимо будет расправить, слегка намочить, чтобы было проще обмотать ригелин. И также нам понадобится нитка с иголкой. И четвертый ряд мы будем ввязывать ригелин, и вязать мы его будем столбиками без накида. Сейчас просто вяжем верхушку столбика предыдущего ряда. Провязали 3 ряда полей, отпарили, они высохли. Теперь нужно ввязывать ригелин. Сделали, как обычное, соединение. Теперь нужно продеть в петлю ригелин. И провязываем столбик. Будем вязать столбиками без накида под косички. Без прибавок. Просто вяжем столбики без накида. Таким образом мы вяжем почти до конца ряда, немного. До конца ряда не будем довязывать, потом мы будем сшивать ригелин между собой и заматывать его аккуратно и делать фальш-петлю в конце. Теперь нам нужно сшить этот ригелин между собой. Вставляю иголку с изнаночной стороны и прокалываю 2 части ригелина. И просто сшиваю его вот до конца, где он заканчивается. После того, как пришили,
Я делаю вот такие еще стежки. И потом делаю несколько узелков. Обматываю риделином, ой, точнее рафией, оставшийся риделин. Здесь у меня слишком много рафии, я отрежу. Привязываю дальше до конца ряда столбики без накида. Вытягиваем нить из последней петли, обрезаем с небольшим запасом, чтобы потом спрятать между столбиков. Вытаскиваем, продеваем крючок в горизонтальную петлю, переворачиваем, сзади вставляем в перемычку и в середину косички. Наша панамка готова. Также вы можете сделать вышивку. Так она выглядит. Спасибо за просмотр.